Здравствуйте, мои любимые, замечательные подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Доброго всем времени суток. Спасибо огромное за то, что вы со мной, за поддержку канала, за ваши комментарии, лайки, подписки. Благодарю вас. Прежде чем начать расклад, маленькое объявление. Это не реклама. Я за это абсолютно ничего не получаю. Просто в сложившейся ситуации у многих зависает видео. Невозможно просмотреть расклад. Девочки об этом постоянно пишут. Попробуйте с VPN от Наки. Говорят, что на сегодняшний день это лучший выход из данной ситуации. Тема сегодняшнего расклада, новая тема, называется «Поймать на лжи». Сегодня мы рассмотрим и узнаем, что от вас скрыто, кто от вас это скрывает, почему от вас это скрывают. И совет карт, да, что делать в данной ситуации. Для начала, девочки, делаю сигнификацию вашу. Если резонирует, вы себя узнаете. То есть, ну, точно на вас похоже, да? Значит, есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Если во время сигнификации похоже на вашу подругу Свету, значит, можно ей отправить. Пусть она посмотрит, что от нее скрывает, кто и что от нее скрывает. Итак, какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Ух ты, красотка. Павлин. Кошечка, какие-то карты чудные такие. Сейчас. Угу. Буду уточнять. Так, Павлин первый. Это на вас сигнификация? Нет, это на какого-то мужчину, скорее всего. Так, карта расхода. Чем это? Мужчина, который себя любит, который себе не отказывает. Угу. Так. Не держу. Так, сразу мне почему-то подсветили первая карта Павлин. Я уточнила. Павлин скорее похожа на мужчину, который в вашей жизни встретился. Вполне возможно, сейчас с ним у вас такая, не знаю, черная, не черная полоса во взаимоотношениях, но какое-то недопонимание, может, недосказанность, тайны какие-то, замалчивание ситуации какой-то. Это все вот сюда. При этом, может быть, вы эту даже ситуацию где-то видите иллюзорно, назовем это так. Тут карта этой феи, это говорит о том, что где-то идет, знаете, как оторванность от реальной картинки. Где-то, может быть, вы себе напридумывали, нафантазировали, намечтали его про какие-то проявления. Или же неправильно их как-то трактуете. В каком плане неправильно? Может быть, щадяще для себя, для своей психики. Где-то лишний раз старайтесь, может быть, даже не допускать какие-то варианты в голове. Ну, сами себя не хотите травмировать. Тут такое может быть. Почему-то мне так. Опять-таки, с другой стороны, характеристика по карте Павлине сразу уточнила. Это вы? Нет, это скорее не вы. Вы выходите, тут карта женщина, карта воительница. Это, скорее всего, в рамочке границы при взаимодействии уже с этим мужчиной вы научились выстраивать свои, отстаивать. Где-то уже научились, так как раньше, уже не реагировать. Где-то стараетесь даже свои эмоции брать под контроль. Где-то в первую очередь включаете разум, холодный рассудок, да, а потом уже эмоции. Если и допускаете эмоции, то уже намного меньше, чем раньше. Как-то какие-то проявления со своей стороны уже не настолько это все ярко. Так, мужчину, да, мужчину показали. Мужчина себя любит. Характеристика, если Павлин, знаете, не обязательно красавец, но мужчина, который всячески привык себя баловать, где-то привык к обожанию в женских вот этих глазках, да, восхищению. Мужчина, который лишний раз подчеркнет: я могу себе позволить первое, второе, третье. Те перышки расправил. Где-то, может быть, даже такой типаж, если он в каком-то женском коллективе, то для него очень важно там получить одобрение, опять-таки, и от одной дамочки, и от второй. Вот социально вкусный такой продукт он. Очень много на публику, очень много такого, знаете,
не буду говорить даже понты гонять, да, пыль в глаза пускать, но лишний раз подчеркнуть вот какие-то достоинства, да, вот почему-то мне так идет. Расходы, скорее всего, в первую очередь на себя, свои какие-то потребности, свои какие-то хотелки даже. Ну, вот такой типаж, знаете, в семье, если этот мужчина, то какую-то определенную часть своей зарплаты, как минимум, он будет тратить на себя, на свои какие-то там, ну, не знаю, мелкие или не очень мелкие радости. То есть, если у него, допустим, у мужчины там, среднестатистического, да, даже зарплату он какую-то получит, там, ну, какую-то часть может себе оставить там на какие-то, там, не знаю, что у каждого свое. И, допустим, будет нестандартная ситуация, там ребенку нужен пуховик там порвался, да, какой-то, ну, допустим, да, то обычный мужчина, там, среднестатистический, я имею в виду, там, отдаст эти деньги, там, или найдет где-то, а этот лишний раз подумает. Ну, вот почему-то мне так идет, вот лишний раз подумает. Я не говорю, что он откажет этому ребенку, ребенок это все-таки святое, ну, как будто бы он лишний раз задумается и подумает. Может быть, себе большую часть денег оставлять тогда, для того, чтобы потом самому не оказаться без вот этих вот каких-то мелких или не очень мелких радостей жизни. Тут как будто бы, ну, я не буду говорить эгоистичный, но вот тут какой-то такой вообще на себе конкретный пунктик у мужчины. Письмо освобождения. Так, по поводу вот отношений с вами, вполне возможно, мы же вас тут читаем вообще-то, то может быть информация какая-то о нем, а тут карта расходы, может быть о том, что он не совсем готов, может вас включать в свою жизнь, да, и уж точно тратиться на вас как-то особо не готов. Я тут не хочу все сводить к меркантильности какой-то, да, карта расходы, тут денежка. У кого-то это элементарно, правда, он не готов там вкладываться материально для того, чтобы создавать что-то новое или даже пытаться как-то там ухаживать за вами. У кого-то это расходы, это элементарное внимание, да, забота какая-то, тоже не готов к этому. У кого-то вы, допустим, осознали, что этот мужчина, ну, зациклен, сфокусирован исключительно на себе. Как-то так. Вот эту карта письмо, это как информация, и карта освобождения. Где-то вы, может быть, для себя тоже осознали, что, ну, не стоит привязываться, не стоит всю свою, допустим, энергию вкладывать в какие-то иллюзорные надежды, потому что тут карта фея мне тоже говорит о том, что отчасти вы сами могли придумать, в голове у себя сформировать какое-то, может быть, будущее с этим человеком, или, знаете, ну, как притянуто за уши. Он один, допустим, мужчина, он мог даже особо не скрывать то, каким он является, какой он есть. А вы, допустим, его увидели, да, он вам понравился, он там, не знаю, может, еще многим другим, иным девочкам нравится. Вот вам захотелось с ним, может быть, построить отношения. Но отношения, опять-таки, вы прекрасно понимаете, что в отношениях с ним вам не совсем комфортно. Вам хотелось бы, чтобы его какое-то поведение в отношении вас, да, изменилось. Это, повторяю 1000 раз, это как влюбиться, да, в какой-то, допустим, образно говоря, взять томат, да, и попытаться выжать из него и получить апельсиновый сок, да, как будто бы, ну, это же как-то нелепо. Так, и тут какая-то вот тут у меня история, как будто бы карта борьба, шансы, любовь. Кто-то боролся до последнего за эту любовь, за шансы эти хватался, пытался из девочек. Потому как, ну, правда, любовь, влюбленность. Без этого мужчины может быть скучно. Наряду с тем, что он, допустим, сфокусирован на себе, но у него может присутствовать какая-то яркость жизни, наполненность этой жизни, которой вполне возможно вам не хватает. И тут какое-то восхищение даже с вашей стороны, с одной стороны, извините, тавтология, смешано с тем, что, да, он вот так как-то поставил свою жизнь, да, может быть, устроил в своей жизни, что у него жизнь там кипит, яркая, наполненная, насыщенная. Но вполне тоже возможно, что вам там особо места нет в этой жизни. У него там все хорошо, но где вы в этой жизни? И где это внимание в отношении вас с его стороны? Вот тут такое.
Так, и тут мне показано, скучали, вы по нему как минимум скучали. Вода, это эмоции накрывала. Ну, тут дальше идет карта смерть, то есть трансформация. И логично предположить, что в вашей жизни в конце концов все как это пришло осознание того, что ну нельзя вот это вот всю свою, повторюсь, эту энергию направлять исключительно на одного этого мужчину. Ну, нужно себе посвящать больше внимания, как минимум, задуматься не о том, что насколько у него там какая-то яркая жизнь, а задуматься о том, как свою жизнь сделать ярче, может быть. Карта смерть, трансформация, скука. Перестали скучать уже или сознательно уже стараетесь. Тут карта как защиты, может, как какую-то незримую преграду между собой и им создавать. И карта мозг. Где-то вы учитесь жить, может быть, без привязок к нему, выстраивать свою жизнь опять вот так вот, как ступенечка за ступенечкой идти вперед. И тут самый интересный подтекст, еще вам хочу сказать, такое, что тут на первое место почему-то мне вот, мы вас смотрим, да, а мне показали вот этого мужчину, я уточнила. И опять вы мне говорите, темная полоса с ним связана, какие-то иллюзорные надежды, планы на него. Какая-то тут история такая, знаете, где очень много додуманного, где много такого даже какого-то волшебного. У кого-то может мистический какой-то характер носить, у кого-то, если романтичная вы натура, то тут уже придумали, что сопоставили. Как оно, как снежный ком. Где-то кто-то считает там кармический партнер, где-то кто-то считает это мне знак судьбы, там вот его встреча для чего-то. Но это вся история, это все понятно. Но как будто бы вот тут карта защита, вы уже от этого чуть-чуть излечиваетесь или стараетесь, по крайней мере, более реально смотреть на окружающий ваш мир, мир, и на взаимоотношения в том числе между вами и им. Так вот, я хочу сказать, что тут самое интересное, что вас отделяет, вот как будто бы незримо, вот эта вот вся история, вот как защита такая, да, а под этой защитой скрывается на самом деле очень яркая женщина. Тут как будто бы столько энергии направлено на вот эти какие-то тут выяснения отношений, непонятные статусы. А сама по себе карта звезда и солнце. Это офигеть какое сочетание. Это вы сами по себе настолько самодостаточны, что это очень глупо цепляться за какого-то павлина. Сравните карты. Павлин, а тут с другой стороны вы. Звезда и солнце. Это яркость, красота, наличие таланта, интеллект. Девочки, это как будто бы, я уже не знаю, вы сознательно зачеркиваете даже то, что, чем вас наделили высшие силы, папа с мамой. Там, ну не знаю, девочки, по солнцу. Это энергетически наполненный человек, харизматичный, веселый, общительный. Где-то может быть большой ребенок, да, в чем-то эгоист. Ну тут детский какой-то эгоизм даже, да, вот, допустим, хочу этого мужчину. И пофиг, что он не закрывает мои потребности. И пофиг, что там, что у него там может быть не одна женщина, да, а целый гарем какой-то, там, или запасные аэродромы. Нету, я его переделаю. Нет, ради меня он изменится. Я же говорю, какой-то такой детский какой-то эгоизм, который, знаете, как вот девочка падает на пол там в супермаркете, да, хочу эту куклу или хочу там эту жвачку. Ну, я не знаю, образно. Ну, как будто бы такое оно что-то. Ну и по звезде на самом деле показано. По звезде это женщина, которая есть какая-то миссия, призвание, она ведома этой какой-то мечтой. То есть это все у вас есть. Просто нужно где-то, ну я повторюсь, больше на себя потратить времени, да, не какие-то там вымышленные тут истории придумывать там или стараться этого мужчину как-то притянуть или даже лишний раз там разобраться, что у него в голове, а лучше вот эту энергию на себя потратить. И тут у вас такой результат будет сногсшибательный, что этому мужчине и не снилось. Ну вот как будто бы вот сюда энергию, вот сюда. Так, по звезде, ну повторюсь, внешность привлекательна. Мне там многие пишут, не такая уже я яркая, не такая. Ну, девочки, как я могу сказать вот по этой карте, что вы не яркая? Ну хорошо, если вы сознательно там заматываетесь, я не знаю, кто в паранджу, кто уже не знаю, что это там, какую-то шапочку вы, это, не знаю, какую-то до бровей натягиваете, хотела сказать, в которой плавают, да, это резиновую, нет. Ну, вязаную какую-нибудь шапочку и закрываетесь шарфом. Понятно, сознательно скрываете, если вы не хотите, но у вас это все есть. И привлекательность, и интеллект, талант. Тут
способности, тут все есть. Тут называется вот прям картина маслом, как сознательно загубить свои какие-то таланты, способности, как не пойти в реализацию, а вот эту лучшую энергию я отдам какому-то мужчине. Хотела сказать более грубо, но не буду говорить. Потому как ему ж мало, он всего лишь павлин, а я ж звезда и солнце. Так. Итак, смотрим. Поймать на лжи. Так, подпишитесь, пожалуйста, на канал, кто этого еще не сделал. И поставьте лайк, не стесняйтесь. И смотрим, девочки. Расклад поймать на лжи. Что от вас скрыто? Кто от вас это скрывает? Почему от вас это скрывают? И совет. Что делать в данной ситуации? Что высшие силы вам посоветуют? Угу. Так, на этих, наверное. Что от вас скрыто? Почему от вас это... Нет, извините, почему это сюда? Кто от вас это скрывает? Почему от вас это скрыто? И совет, что делать в данной ситуации? Так, смотрим, девочки, что от вас скрыто? Кто от вас это скрывает? Почему от вас это скрывают? Совет, что делать в данной ситуации вам? Начинаем. Что от вас скрыто? Фух, прямо так сразу. Что от вас скрыто? Какой-то принц, который, как правило, принцы для нас. Знаете, это же, ой, социально вкусный продукт. Мужчина, на которого смотрят множество женских глазок с восхищением, с обожанием. Принц часто не свободен, мужчина. Принц это социально, повторюсь, как вкусный продукт, это материальные какие-то уже у него есть там, не знаю, достижения, да, если можно сказать, яхты, пароходы, может быть, статус, положение в обществе, должность какая-то, вот как-то так, как минимум самооценочка, тут все в порядке, он все цену знает, этот мужчина. Так, принц, так вот вам сразу говорят, что от вас скрыто, этот принц очень токсичный человек. Ну, так, сейчас карта баланс, всадник, дуальность, какая-то его теневая сторона может быть от вас настолько скрыта, но он сейчас, ух ты, это тут все сразу же понятно. Сейчас, девочки. Ой, тут дьявол. Офигеть. Вот смотрите, что от вас скрыто. Мужчина, повторюсь, который для многих является лакомым кусочком. По карте принц, тут вы на него смотрите, может быть, при встрече с ним у вас промелькнула там эта шальная мысль. Боже мой, я его ждала всю свою жизнь. Это моя вторая половинка. Он идеален. Идеален, не идеален, но это именно то, что мне нужно. Так вот, у многих женщин такие эмоции он вызывает, то есть и он привык подстраиваться, он привык показывать свою вот эту карту дуальность. Это говорит о том, что у нас у каждого есть вторая, это теневая сторона, ничего в этом такого страшного нет, но он привык показывать только эту белую сторону. На самом деле вот эта токсичность неимоверная. В чем подтекст? Что от вас скрыто? То, что он сам по себе одинокий волк. Мужчина, который зациклен где-то на себе, сфокусирован на себе, на достижении собственных каких-то потребностей, желаний. Для него это в приоритете. Каким-то образом это связано, тут карта дьявол и карта корабль. Это скорее всего о том, что, если одинокий, то человек всегда выбирает себя в любой ситуации. Если в сочетании вот такой карта дьявол и корабль, ему с одной партнершей, как правило, потому будет скучно. И он тут даже осознанно, неосознанно, осознанно человек ищет постоянно каких-то новых, ярких впечатлений. То есть при любой возможности он будет где-то сбегать. И дальше идет карта род, семья. Это не однолюб. И это человек, который не будет привязан вот к дому. Мой дом, моя крепость. Может быть,
изредка он туда будет возвращаться, даже при том, что там может любить там искренне там деток, да, но при этом на первом месте он, дьявол рядом с ним, одинокий волк, и карта корабль это о том, что постоянно человек ищет вот этот движ, постоянно ему нужно вне семьи, вне рода, то есть не, допустим, приехать там после работы, да, и взять там жену, ребеночка и пойти там, уж не знаю, куда там, в парк прогуляться, там в кафе какое-то, может быть, с ребенком на каток, еще что-нибудь такое вместе с семьей. Нет, тут как будто бы человек по дьяволу и корабль, он будет искать продолжение этих каких-то кайфушек, наполнение для себя, о себе. Для него четкая какая-то градация, да, развлечения есть. Семья, род, это все, да, понятно, пускай будет. Но для себя я всегда найду какие-то прелести, да, вот для него вот так, вот так. И показано, что еще от вас скрыто, то, что если даже вы искренне захотите с ним создать род, семью, и будете прикладывать усилия, и будете там, уж не знаю, агитировать его, то этим самым ящик Пандоры, это, ну, как будто бы для вас это, насколько это будет желанно, настолько по факту для вас потом это и будет болезненно. Дьявол вышел 2 раза. Вот дьявол с одной колоды красивый, дьявол с другой колоды. Говорят, не привлекайте себе на 5-ю точку приключений, да, не притягивайте их. Токсичный. Этот человек скорее будет разрушать. Этот человек настолько болезненно для вас будет потом разочарование. Это вот ящик Пандоры. Это то, что ты там ищешь, пытаешься ухватиться за этим. И невозможно от этого отказаться. И хотелось бы это все иметь. И вопреки всему, вопреки здравому смыслу. Говорят, очень много времени, энергии, здоровья ты можешь на это все потратить. И потом будет такое разочарование. Хотя бы ты себя собрала потом по кусочкам. Вот это вот так вот. Мне вот это вот показали. Вот от вас это скрыто. Подпишись на канал и поставь лайк. Может, у кого-то еще какие-то надежды, да, мечты есть по поводу попыток создания с ним вот этого род, семья. Тут красивая карта, тут мужчина и женщина обнимают друг друга, на руках держат ребеночка. Тут как будто бы дом, общий дом, какие-то тут совместные, не знаю, поездки, как времяпровождение, тут какой-то патефон, тут какая-то музыка, можно весело вместе проводить время. И у вас такие мечты, каждый смотрит сквозь призму собственного, да, сознания, видения этого мира. У вас видение, что вы с ним будете проводить, там, может быть, какие-то зимние вечера у камина, там, вместе, совместно, не знаю, у кого-то рыбалка, у кого-то совместно элементарно какой-то отдых. А вы можете столкнуться с тем, что у каждого отдых по отдельности. Он скажет вам на работу, на самом деле совсем не факт, что это будет у него работа. Может, даже лишний раз из семьи, из каких-то совместных, там уже не знаю, каких-то там с родственниками, может быть, да, вечера какие-то запланированные. Тут он придумает что-то, скажет, ага, срочно вызвали. Ненормированный рабочий день, еще что-нибудь. Вот как-то так. Оно просто вы хотите одного, и вы видите это по одному. А он это совсем по-другому видит. Даже если вы получите желаемое, карта род, семья, это будет, может, сразу в первые минуты вы подумаете, вот, замечательно, я получила то, чего хотела. А потом при дальнейшем, не знаю, проживании с ним, коммуникации, у вас появится четкое понимание того, что человек как ускользает от вас. Ну, одиночка, одинокий волк. Он о себе, для себя, и в первую очередь, я же говорю, его какие-то потребности, желания, хотелки на первом месте. Приоритеты разные у вас, у него. Так, кто от вас это скрывает? Кто от вас это скрывает? Девочки, тут где-то карта, вот это часто выходит на вас она, кстати. Муза яркая, харизматичная. Так, и опять вот как вот этот корабль, это что-то такое яркое врывается в вашу жизнь. Девочки, у меня такое, кто от вас скрывает. На самом деле вы все знаете. Вы как будто как минимум догадываетесь об этом. Может, сознательно вы сами от себя это пытаетесь скрыть. Еще знаете, как это говорите?
Говорите, я ж такая яркая, я как вот чудо расчудесное, это жар птица, да, я могу все ему дать, всю эту гамму эмоций, все, что он там бы не захотел, я смогу ему дать, я могу заменить ему чуть ли не всех женщин мира. Тут даже дело не сколько в женщинах, а в том, что человек привык вот эти какие-то яркие эмоции, он где-то добирает. И при этом тут же такой аспект, понимаете, можно добирать и в ответ нифига не давать. Там где-то взять, там где-то взять. Какую-то двойственную ситуацию такую погрузить, может быть, очередную девушку, да, вроде ты мне ничего не должна, я тебе ничего не должен. Это тоже такой, может, человек так привык себя вести. А вот тут вот от вас, кто от вас скрывает? Скорее всего, вы сами от себя очень многое скрываете сознательно для того, чтобы, может быть, где-то не терять надежду, что именно с ним может быть, где-то вам больно. Что-то у меня вышла карта любовь, карта рыбы, это удача. И рядом карта девушки, которая сидит на этой какой-то жердочке рядышком с этими птичками. Да, в любой момент птички эти вспорхнут, да, улетят, а девушка шандарахнется вниз. То есть, как я это вижу, девочки? Нет тут никакого там прям злого умысла вокруг вас, каких-то направленного на вас какой-то негативной энергетики. Тут, скорее всего, вы сами все понимаете. Просто где-то вы говорите, неужели это не любовь? Я уверена была, что это любовь. Я думаю, может быть, многие говорят, сейчас я люблю, я хочу быть любимой. И многие воспринимают эту любовь, как вот карта рыбы, это удача, шанс. Я же повторюсь, вы могли его встретить, вот этого мужчину, карта принца, для себя в голове нарисовать, боже мой, это он, именно его я ждала, повторюсь еще раз. Тут еще вокруг вас может быть много завистников, и вы говорите, ну да, нет идеальных семей, там, может быть, у всех там, вот они мне завидуют, потому что он вот такой, вот он идеальный почти. Но тут показана зависть и карта иллюзий, тут идет какая-то с вашей стороны подмена понятий. Опять-таки, как я могу сказать, девочки, вы сами от себя это многое скрываете. Вы все понимаете, знаете по поводу него. Где-то, может быть, даже есть попытки, его не то что там переделать, но, может быть, как-то, как будто бы стараетесь, опять-таки, говорите, вот я могу, я такая, я все это могу дать. И тут карта букет, и карта маяк, как будто бы чем больше там, знаете, как будто у вас в голове какие-то звоночки, чем громче, как этот набат, да, как колокол бьет уже, тем сильнее вы говорите там и стараетесь. Карта букет, я буду цвести и пахнуть, я же вот красивая, я смогу дать ему вот эти вот яркие какие-то впечатления. Карта букет это как конфетно-букетный тот период, там где романтика, красота, женщина там, уже не знаю, правда, и цветет, и пахнет, и ухоженная вся, и какие-то эмоции такие, но это все далеко от реальности, от какой-то, знаете, семейной жизни даже, от быта какого-то. Вы не сможете 24/7 в семейной жизни быть вот такой вот по карте букет. Стараться-то можно, но ради чего? Если есть отдача, да, если вы понимаете, да, вам старится, это все возвращается, или хотя бы адекватно, а если в ответ мужчина все-таки как одинокий волк и вообще как будто на вас внимания не обращает, то у вас будет истощение, девочки. И тут вы говорите, карта маяк, я же буду ему светить, даже если он будет где-то задерживаться там, он все равно же будет возвращаться ко мне, на мой свет, на свет этого маяка. Так как я его люблю, никто его не любит и не сможет полюбить. У кого-то так проигрывается, у кого-то, правда, вы добрый, светлый человек. Вот какой-то свет, всепрощение, вот это вот где-то жертвенность, это тоже сюда. И вот такое сочетание, вы говорите, комбо, да, у меня такое. Как он может от меня отказаться? Я ж по-любому он ко мне вернется. Дело ваше, да, не хочу никого тут отговаривать, то есть мне идет, что вы сами от себя очень многое скрываете, не хотите признаваться, не хотите где-то с объективными какими-то вещами даже мириться. Я тут понимаю, тут любовь с вашей стороны. Вы говорите, может быть, таких эмоций я никогда никому не испытывала, да, и рядом с другими мужчинами я себя совершенно по-иному чувствую.
ощущаю. Или же можете говорить, если это какой-то мужчина ресурсный, действительно, да, ну, в плане, опять-таки, материалка, социальный какой-то статус, такое положение в обществе, говорите, да, конечно, вокруг него толпа этих женщин. Типа, можете мне сказать, конечно, Ира, а что ж ты хочешь? Какая-то мне одна клиентка пришла, и у меня карты падают на нее. Ну, я прям текстом уже говорю. Я стараюсь так тактично, но говорю, тут не одна женщина помимо вас, даже не одна. А она мне говорит, ну да, я знаю. А что же вы хотите, если богатый мужчина, там, обеспеченный, то у него всегда будут там и не одна. Я на нее смотрю, у меня глаза по 5 копеек, ну как это, с одной стороны, она настолько как-то все это цинично все раскладывает по полочкам. С другой стороны, для меня был шок. А зачем, если ты только начинаешь ты с ним встречаться, но ты уже понимаешь его суть. И я тебе это как-то подсвечиваю деликатно, а ты мне тут... Ты мне прямым текстом к чему, типа, эти тонкости, если... Эти нежности, да, если... Типа, все они гуляют, но только у одних есть деньги, а у вторых нет. А если те, у которых есть деньги, то им как будто бы априори очень многое прощается, да, ну что-то такое. Так вот, тут тоже такой нюанс может быть у кого-то, да, вплоть до того, что вы можете как будто поговорить, да, он интересен для очень многих, ну и что, да, вот тут как будто, ну это иллюзии по поводу того, что вы сможете вот какими-то своими тут желаниями, своим горением и желанием где-то вот угодить и всех женщин мира ему заменить. Ну, вы правда красивая, вы правда ухоженная, вы яркая, все. И карта моя говорит о том, что правда тут за внешними данными еще есть душевное качество, чистота и желание, повторюсь, где-то поддержать, дать эту заботу, внимание, любовь. Но за это не любят девочки. Таких используют, извините меня. И чем больше вы будете стараться, тем больше вы будете где-то обесценивать себя. Простите. Ради какого-то достойного мужчины это все бы сработало, это все бы, наверное, как бонус было бы, да, и человек бы ценил бы, но не в этом случае. И тут тем более, я вам повторюсь, еще такой аспект, мы всегда об этом как-то умалчиваем, забываем. Карта принца, у него выбор есть. Выбор у него есть и будет всегда. Тут с этим нужно либо смириться, либо, ну, не знаю, девочки. Ладно, решайте сами. Подпишись на канал и поставь лайк. Не стесняйся. Так, почему от вас это скрывают? Собственно, мы узнали, что вы сами от себя это скрываете, да, где-то. Вам это больно. Ну, почему от вас это скрывают? Ага, понятно. Карта дьявол, зависимость, больная любовь с вашей стороны, привязанность. Хотел сказать, зависимость, привязанности, карта вышла зависимости. Смотрите, женщина смотрит этими влюбленными глазами на мужчину. Мужчина сам по себе тут токсичный, мужчина сам по себе, тут карта дьявола еще, может употреблять, злоупотреблять, может формат взаимоотношений выбирать какие-то, да, там, уж не знаю, обесценивать, самоутверждаться. Тут как будто бы, почему вы сами от себя это скрываете, потому что вам и с этим мужчиной плохо, и без него еще хуже. Но это временно, девочки. Если работать над этим, то вы можете выйти в ресурсное состояние, и все у вас может сложиться хорошо, да, просто чем раньше начнете осознавать свою ценность, тем лучше, по крайней мере, отстаивать себя как-то. Так, почему от вас это скрывают? Соблазн. Так, опять тучи с двух сторон, кровь, дерево. Угу. У кого-то, ну, если ситуация уже зашла далеко, то, скажем так, крови дерева, у кого-то детки общие могут быть, да, у кого-то желание создать эту семью и деток иметь именно от него. У кого-то такой, как прям пунктик может быть. Так, почему от вас это скрывают? Где-то, девочки, если этот мужчина ресурсный, карта принц, я все озвучиваю, да, то, что вижу. Принц, то есть, я повторюсь, материальное положение человека, ну, нормальное.
твердо стоит на ногах, то где-то кто-то из вас осознанно, неосознанно может тоже считывать так. Если я с ним буду, карта доход, соблазн, то вполне возможно, без денег я не останусь. У кого-то желание повысить статус, у кого-то может быть соблазн, тучи, 2 раза тучи, неприятности. Тут капец, какие-то карты странные такие. Почему от вас это скрывают? Потому что, девочки, где-то вы, вот как мне по этим картам идет, вместо того, чтобы свою жизнь сделать более яркой, какой-то наполненной, элементарно там запланировать встречу с подругой, с какой-то там, не знаю, поход, может, на выставку какую-то, театр, кому что интересно, не знаю, концерт какой-то, запланируйте там хотя бы раз в месяц. Нет, вы всю свою энергию, все вот сюда можете направлять. И почему от вас это скрывают? Потому что в один момент как будто бы расстаться с ним, расстаться с этим мужчиной, для вас это как не выход, карта тучи, как будто вот это, если от этого соблазна вы отказываетесь в момент, да, то сталкиваетесь с тем, что вот тут карта тучи, ваша жизнь какая-то, пресная, не пресная вам кажется, менее наполненная, насыщенная. Тут тучи, то же самое. Оно как снежный ком. Вот как будто бы, может быть, не видите поддержки, не видите тут даже, если откажетесь от него, то сейчас, по крайней мере, вот как вам кажется, может быть, или оно так есть на самом деле, как будто бы на фоне него другие мужчины, общение с ними какое-то пресное, не цепляет, неинтересно. Но тут же еще и дьявол, тут сексуальное влечение, тут все вместе, тут зависимость. Он сам по себе такой, я не говорю, что там как типаж плохой мальчик, но у вас какая-то вот это сложилась, вот эта зависимость, и тут на физическом, на сексуальном еще каком-то плане. Я понимаю, вам остальные мужчины могут быть какое-то время после расставания с ним не то что неинтересны, противны, неприятны, тусклые, серые, потому что тут у него, да, по дьяволу, тут я понимаю, это яркость, это сексуальность, привлекательность, это вот что-то зависимость какая-то, это вот какой-то триггер, вас что-то в нем цепляет. Вот почему от вас вот скрывают вот эти вот даже какие-то вы сами от себя скрываете, потому что не хотелось бы возвращаться, может быть, к какой-то серой, унылой жизни. Хотя на самом деле, если подумать, не такая же она у вас серая, может быть, наоборот, у вас все хорошо, размеренно и прекрасно. Просто, может быть, за счет чего-то другого вам эту жизнь свою делать более разнообразной. У кого-то элементарно там вечерами прогулки какие-то в парке, у кого-то уже, не знаю, по выходным опять-таки тоже встречи с какими-то знакомыми, родственниками, там хобби какое-то 100%, спорт, великолепно. А у кого-то, девочки, вот тоже можете неудачный какой-то предыдущий там брак, союз, и вы тут говорите, вот если создавать семью или ребенка рожать, то только от него. Хотя вот вы в моменте можете думать. Это как будто бы даже вы можете думать, это да, вот если рожу ребенка, будет на него там похож внешне, там буду любить его, да, а за этим что последует? Это же болезненное потом разочарование, этот ребенок будет любимый вами ребенок, но он будет напоминать вам о нем. Это же потом вы вообще не сможете от этого мужчины никак оторваться, расстаться. Тут тоже надо подумать. Так, совет, что делать в данной ситуации? Как мне показывает, что делать в этой ситуации? Первое, самое главное, для себя осознать, что этот мужчина совсем не тот, кем он является. Это карта оборотень, да, вы видите одно сверху, то, что он транслирует, да, показывает, там тоже мы видели, как дуальность и белое, и черное, то есть он показывает свою одну сторону. Осознать для себя, что если ты решишься связать свою жизнь с этим человеком, тут черная полоса, сама себе придумываешь какой-то сценарий жизни такой, будь готова к наличию огромного количества женщин в вашей с ним совместной жизни, если можно так сказать. Вот эти вот женщины, они незримо будут присутствовать в твоей жизни.
Опять-таки, совет. Если выбираешь его, если выбираешь жизнь с ним, будь готова к тому, что ты карта критика. Будешь постоянно себя сравнивать с ними, да, всегда найдутся моложе, красивее, всегда найдутся более какие-то ресурсные, яркие. Это очень глупо надеяться, что там вы будете, знаете, вот для него замените весь мир. Может быть, такое могло бы быть, если человек на это настроен, если у него есть, как вам сказать, мотив и цель, да, выбирать вас и даже не обращать внимания на всех остальных. А у него нет такой цели. Для него как раз вот и здорово, что вокруг есть еще разнообразие, да, как многие говорят, цветник вокруг, да, что не воспользоваться. Вот тут вот так вот как-то говорят совет, что делать. Просто это осознать, что вокруг будет вот эта карта критика, вокруг тебя будет очень много женщин, которыми хочешь ты, не хочешь, но ты сама будешь себя с ними сравнивать, он будет сравнивать. Тут карта узел, ну, ваш выбор, но вы кармический узел завязываете, ничем хорошим это не закончится. А совет, что делать? Тут карта интуиция, прислушаться к самой себе, не как-то внутри, да, прислушаться, интуиция, тут карта кладбище, желание. Но я так это буду считывать. Прежние какие-то сценарии поведения, взаимоотношения с ним. Кладбище это как оставить в прошлом. Вот, вообще, как будто бы на время, может быть, даже расстаться, не общаться, не поддерживать отношения. Где-то максимум уделить себе внимание, как будто бы даже, может быть, сделать себе такое, как передышка, не передышка, да, время дать себе отдохнуть и осознать по этой карте, чего именно вы хотите. Вот про себя узнать больше даже. Карта желания, ваши какие-то заветные желания. Опять-таки, вне привязки с ним. И тут карта ключ говорит о том, что на самом деле у вас все есть для того, чтобы быть счастливой. Потому что тут карта, вот тут монеты, да, рыба, это же заветное желание. Это то, чего вы на самом деле хотите. Вам тут просто между строк вот говорят, что у вас где-то туннельное, это у многих это видение, да, зрение, да, вы видите только него, фокус внимания на него. Тут как будто бы нужно на время, в прямом смысле кладбище, как бы похоронить эту идею на время, заморозить и подумать о себе, вспомнить, чего вы истинно хотели до встречи с ним. Может, какая-то реализация, может быть, уж не знаю, какие-то таланты свои, может, какие-то проекты с кем-то, не обязательно с каким-то другим мужчиной, тут об этом и речи не идет. Тут как вот ключик к самой себе подобрать, девочки, вот перезапустить жизнь по-другому, как-то так, наладить по-другому это все. Вот только так. Но у вас есть эта возможность быть счастливой. Все, мои хорошие, кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч.